Всем привет! Это видео продолжение серии обзорных гайдов по различным видам экипировки в игре Albion Online и первое видео в серии оружейных гайдов. Как вы догадались, сегодня мы поговорим о линейке топоров. Вначале рассмотрим общие скиллы для всей линейки, а затем взглянем на каждый вид топоров в отдельности. Заодно я покажу несколько распространенных билдов для разных активностей. После чего сделаю выводы и выскажу свое мнение, почему топоры лучший выбор для новичка. Ветка топоров открывается через Тир 2 Палаш. Заработав 1315 фейма, фармом мобов с помощью Палаша, вы получаете возможность экипировать Тир 3 оружие. На этом этапе можно определяться с выбором ветки оружия для последующего ее открытия. В нашем случае фармим Тир 3 топором 5000 фейма и получаем доступ ко всему семейству топоров 4 тира. В ветке есть 7 видов оружия, 6 из 7 являются двуручными, 4 вида артефактные, 3 неартефактные. Разные виды оружия различаются параметрами, на которых остановимся чуть позже, силой урона от умений и умениями на Е. Собственно говоря, именно различия в ешках и являются главным отличием одного оружия от другого. Остальные умения идентичны по механике у разных видов топоров и могут немного различаться наносимым уроном. В окне просмотра экипировки мы можем видеть параметры и ресурсы, необходимые для изготовления оружия, и выбирать активные и пассивные умения. В списке параметров, на мой взгляд, стоит обращать внимание на бонусы к максимальному здоровью и на увеличение скорости его восстановления. Остальные параметры по большому счету бесполезны. А что такое пробивание устойчивости, измеряемое в процентах, вообще нигде в игре не написано. Да и для данного видео эта информация будет лишней, но если покурить форумы и перелопатить кучу гайдов, то найти эту информацию можно. Как и в случае с броней, у оружия есть пассивные умения. Их 4 вида, 3 доступны сразу, 4 открывается в процессе прокачки. И доступна для выбора, начиная с 6 тира обычного оружия. Пассивки представлены умениями. Глубокие раны, вызывает кровотечение у врага и наносит от 50 до 125 единиц физического урона за 1,5 секунды, в зависимости от тира. Активируется при каждой 4 обычной атаке. Выпивание жизни передает вам 15% здоровья, потерянного врагом от вашей обычной атаки. Укрепление защиты накладывает на вас баф сопротивления урону на 83-114 единиц, в зависимости от тира опять же, на 2 секунды после каждой 5 обычной атаки. Агрессивный рывок после каждой 4 обычной атаки увеличивает ваш урон на 8% в течение 3 секунд. Теперь рассмотрим активные умения на Q и W. У топоров есть 3 активные Q-шки. Разрывающий удар работает по одной цели на максимальной дистанции 3 метра. Наносит от 161 до 403 единиц физического урона, и после каждого применения добавляет на противнике заряд кровотечения. Именно кровотечение является основной фишкой ветки топоров, и вокруг этого эффекта строится много классовых механик. Каждый заряд кровотечения наносит от 75 до 188 физического урона за 6 секунд. Стакается 3 раза, если на противнике накопилось 3 стака, то получаемое им исцеление снижается на 12% в течение 5 секунд. Раздирающий взмах является АОЕ умением и наносит урон всем врагам вокруг вас в радиусе 5 метров. При этом играет роль, на каком расстоянии от вас находится противник. Если он ближе 2,5 метров, то получает меньше урона, если дальше, то соответственно больше. Урон различается от 134 и 202 единиц физурона от боевого топора 4.0 до 336 и 508 единиц от 8.3 шедеврального разрушителя миров. Взмах, как и удар, накладывает кровотечение. Третье умение на Q, раздирающая ярость, открывается при высоком уровне прокачки и доступно на обычном оружии с 6 тира. Данный скилл явно заточен под PvP и имеет довольно интересную механику. Вам нужно 3 раза использовать данный удар с промежутками между применениями не более 2,5 секунд. Тогда получится применить комбо, которое состоит из 2 ударов конусом перед собой на 3 метра и с уроном от 187 до 373 единиц физурона. Третий удар в комбинации представляет собой прыжок в выбранном направлении на 7 метров. В месте приземления вы обездвиживаете всех врагов в радиусе 5 метров.
Обездвиживание длится от 1,69 до 3,73 секунды. После применения 3 ударов навык перезаряжается 6 секунд. Плюс каждый удар накладывает кровотечение. На W у топоров есть 5 умений. Первое — смертельный раскол, наносит физический урон от 452 до 1135 единиц. Плюс к этому снижает сопротивление урону в течение 8 секунд на варьирующееся от 46 до 62 количество единиц. Умение работает по выбранному противнику и применяется полсекунды, в отличие от всех предыдущих, применяющихся мгновенно. Вторая вышка — адреналин, накладывает баф, увеличивающий урон на 25%, скорость передвижения и скорость атаки на 40%, действует 7 секунд, однако если вы не наносите прямой урон, то деактивируется через 3,5 секунды. Боевой рывок позволяет совершать вам рывок в указанную точку в радиусе 12 метров. В радиусе 5 метров от точки приземления противники получают дебаф на получаемое исцеление минус 20% на 3 секунды, а максимум 25 союзников получают 20% баф к исцелению на 4 секунды. Внутреннее кровотечение. Все противники в радиусе 6 метров от вас получают от 194 до 438 единиц физического урона. Плюс к этому на врагов накладывается кровотечение, но не такое, как от кьюшек. Это является другим дотом. Оно наносит от 36 до 82 физического урона каждые полсекунды в течение 8 секунд, но только при условии, что противник с дотом двигается. Если он стоит на месте, то урона не получает. И пятое умение на W — яростные клинки. Создает 2 клинка, которые вращаются вокруг вас 3 секунды. Появляются клинки на расстоянии 2,5 метров, постепенно отдаляясь на 6 метров от вас. При этом наносят от 81 до 179 единиц магического урона каждые полсекунды. Также умение дает баф урону плюс 4% за задетого врага. Может стакаться 10 раз и бустануть урон на 40%. Баф действует 3 секунды с момента последнего нанесения урона клинками. То есть в сумме он может работать 6 секунд. На этом общие скиллы оружия закончились, и мы переходим к обзору E-скиллов и соответственно различиям между разными видами семейства топоров. Начнем с боевого топора. Это единственный вид одноручных топоров. Познакомиться с ним придется еще на 3-м тире экипировки. Все дамажащие умения боевого топора слабее, чем у двуручных экземпляров, что в общем-то логично. Умение на Е называется Кровавый бандит. Вы бросаете топор в указанном направлении на 17 метров, нанося от 446 до 878 физического урона всем врагам, замедляя их на 2,5-6 секунд и похищая определенный процент от потерянного противниками здоровья. Этот процент зависит от того, сколько зарядов кровотечения висит на оппонентах, и возвращает вам 30, 60 либо 100% от полученного врагами урона. Ну и вполне предсказуемо, что имея такую ешку, боевой топор используется либо в караптах, либо для соло-фарма групповых подземелий. И если использовать в билде куртки или мантию на отхил, то боевой топор гарантирует просто феноменальную выживаемость. Кстати, есть очень хороший гайд по билдам на боевой топор от Мир в один клик. Там довольно интенсивная подача материала, и если вы совсем новичок, то будет сложно все понять. Но приложив немного усилий, вы получите огромное количество полезной информации. Так что на билдах для боевого я особо останавливаться не буду, смотрите видео по подсказке. Следующим мы рассмотрим боевой топор. Это одно из моих любимых оружий в игре. Ешка на большом топоре называется Ураган. После активации вы начинаете вращать топор вокруг себя, нанося от 246 до 520 физического урона каждые полсекунды всем врагам в радиусе 5 метров в течение 2,5 секунд. Кроме этого, во время действия умения увеличивается скорость передвижения на 20%. Увеличение скорости действует еще 5 секунд после завершения поддерживания. Кстати, действие урагана невозможно прервать или отменить, но вы можете свободно передвигаться во время его действия. На данный момент это просто супер универсальное оружие. Большой топор отлично фармит соло-данжи, особенно в куртке лазутчика. Очень хорошо показывает себя во всех видах PvP, от караптов и кристаллок до small scale и ЗВЗ. Единственный негативный момент — это то, что вас скорее всего не очень будут рады видеть с таким оружием во время группового фарма.
и соратники отдадут предпочтение какой-нибудь РДД заливке. Но если вы приоденетесь в билд, бустящий урон, то у разумных людей вопросов не должно возникнуть. По поводу билдов я покажу несколько видов, но так как оружие можно использовать во всех активностях, то и вариантов билдов огромное количество. Так что представленные на экране это просто работающие, но не единственно верные варианты. Перейдем к алебарде с умением в клочья. Вы наносите от 404 до 855 физического урона всем врагам в радиусе 7 метров от вас. При этом если хотя бы на одном из противников были стаки кровотечения, то и все остальные без кровотечения разом получат столько же стаков, сколько было на противнике с наибольшим количеством зарядов. Кровотечение работает стандартно. Главный плюс алебарды по сравнению с большим топором это то, что ешка вносит много урона мгновенно. И это раньше использовалось некоторыми умельцами в ЗВЗ. Когда человек в куртке убийцы и королевских сандалиях пробирался в тряпок и одной разрядкой выносил половину заливки противника. Сейчас провернуть такой маневр сложнее, но все равно возможно. По поводу применения. Алебарда фармит ощутимо хуже большого топора, но в соло-данже с ней можно побегать. Больше ни в каком виде фарма она не используется. Основная сфера применения алебард это small scale, в том числе 5 на 5 и ЗВЗ. И как правило алебарда всегда одевается в броню солдата. Это прям классическое оружие и классический билд. Сколько себя помню, в этой игре алебарда всегда использовалась для разной степени массовости PvP. Следующий на очереди падальщик. Это самый дешевый артефактный топор, создается с помощью рунного артефакта. Его ешка Ворон Морганы. Вы отправляете ворона в указанном направлении, который наносит всем врагам на своем пути от 301 до 617 физического урона и накладывает кровотечение, которое действует 5 секунд и наносит от 256 до 524 единиц физического урона. Плюс накладывает дебаф на получаемое исцеление в размере 30%, который действует также 5 секунд. Причем ворон летит на 20 метров и имеет довольно обширную площадь поражения. Если говорить о применении, то падальщик не очень популярен, так как есть более простые и эффективные неартефактные топоры. И получается в фарме он проигрывает и алебарде, и тем более большому. С боевым сравнивать его, да и остальные топоры смысла нет. В PvP падальщик более применим, но его использование достаточно ситуативно и зависит от вашего сетапа. Но тем не менее его используют в small scale PvP, как в открытом мире, так и в 5 на 5, также можно играть в 2 на 2. В ЗВЗ его не используют, по крайней мере я не видел ни одного билда для ЗВЗ. Это наверное самый непопулярный и узконаправленный топор во всей ветке. Адская коса с ультой Кровавая жатва. Вы делаете взмах косой вокруг вас радиусом 5 метров. Все враги в зоне поражения через секунду получают от 311 до 639 физического урона. Через полсекунды вы делаете еще один взмах, который наносит всем задетым врагам физурон в зависимости от уровня их хп. Если у противника больше 40% здоровья, то он получает от 311 до 639 единиц урона. Если же здоровье ниже 40%, то урон увеличивается и вы нанесете от 692 до 1419 единиц урона. Адская коса может использоваться для фарма сольников почти наравне с большим топором, но все-таки она похуже и стоит намного дороже. В PvP коса слабо популярна и играет в основном на аренах 5 на 5, и в общем-то выполняет там роль добиватора по типу кровопускателя, поэтому ее достаточно сложно реализовывать. Плюс кулдаун перед нанесением урона не делает ее использование проще. В ЗВЗ лично я не очень понимаю, имеет ли смысл ее использовать, но в сражениях видел людей с косами, хотя на мой взгляд та же алебарда будет эффективнее. Реликтовый топор медвежьей лапы, а точнее два топора, имеет ешку острый порез. Вы совершаете прыжок максимум на 12 метров. При приземлении наносите физический урон в размере от 413 до 846 в зоне конуса перед вами. Плюс на врагов накладывается кровотечение, которое наносит 180 чистого урона, независимо от тира в течение 6 секунд. Кроме того, если вы задеваете хотя бы одного противника игрока, то время восстановления навыка сбрасывается на 40%.
На мой взгляд, один из лучших представителей топоров в игре за счет прекрасной мобильности и очень неплохого урона, особенно по игрокам. В групповом фарме лапы не используются. В соло они позволяют без проблем проходить сольные данжи, как в общем-то и абсолютно все топоры. Но лапы, конечно, уступают большому и косе в эффективности соло фарма. А вот в PvP это, наверное, лучший выбор. За счет огромной мобильности их используют в караптах, small scale, в том числе 5 на 5, в гангах и на ЗВЗ. В общем, лапы отличное и универсальное оружие, единственный минус которого относительная дороговизна по сравнению с другими представителями ветки. Ну и самый дорогой топор — Авалонский Разрушитель Миров. Его ульта Aftershock позволяет вам прыгнуть максимум на 10 метров. В месте приземления вы наносите от 591 до 1193 физического урона всем врагам в радиусе 4 метров. Кроме того, умение раскалывает землю в зоне конуса перед областью поражения и подбрасывает всех задетых врагов на 0,6 секунды и снижает максимальное текущее здоровье врагов на 20% в течение 5 секунд. Для фарма в группе разрушитель не используется, но если удастся уговорить соратников, то пользу все равно принесет. Соло данжи фармит средненько для топоров, но стоит сказать, что средненько для топоров это очень неплохо на фоне большинства других видов пушек. И это единственный топор, который есть в мете для авалонских данжей. В PvP разрушитель хорош и может использоваться везде, от караптов и гангов до ЗВЗ и small scale. Но, на мой взгляд, из-за высокой цены данным видом топоров лучше пользоваться уже более-менее опытным игрокам. Хотя, как ни крути, это топ оружие. Как видим, выбирая ветку топоров, вы становитесь универсальным мили ДД. Почти все представленные в ветке образцы оружия очень просты в освоении. При игре топорами не надо много думать над позиционированием, почти все скиллы моментально кастуются, вы очень мобильны и живучи, так как тело, как правило, кожа или железо. Возможность в любой момент пойти и эффективно качаться в сольниках, по-моему, один из самых важных плюсов, особенно на начальном этапе игры. Плюс, если начинать с большим топором в броне солдата, вы очень быстро откроете высокий тир ношения железной брони и при необходимости сможете переодеться в танка. Таким образом будете полезны и многофункциональны в пати. В общем, на мой взгляд, на начальном этапе игры именно топор — это оптимальный выбор. Но это только лишь мое мнение и не стоит его воспринимать как догму. Это был всего лишь обзорный гайд. И если вам интересно подробнее ознакомиться с разными билдами, я в описании накидал ссылок на некоторые более-менее подробные, свежие и качественные, на мой взгляд, гайды от других создателей. Особенно мне понравилась работа от Мир в один клик. Он недавно сделал очень информативные гайды по каждому виду топоров. На этом благодарю всех за просмотр. Напишите в комментариях, а какое по вашему мнению оружие лучше всего подходит для старта. Подписывайтесь на канал, ну и лайк-дизлайк. Всем пока!